Сколько же нужно лет, чтобы по-настоящему почувствовать себя дома в новой стране? Мы прошли путь длиной в 11 лет. От Донецка до Бельгии. И сегодня честно, по-настоящему и с нашими ошибками расскажем, каково это на самом деле. Ну что ж, друзья, как и обещали, рассказать вам все, как было на самом деле. В общем, дело было так. В 2014 году нам, к сожалению, пришлось покинуть наш родной Донецк. Это было очень сложно и морально, и физически. Потому что все, что мы там строили, все осталось там. Бизнес, жилье. Но на это нас вынудили, как многие знают, обстоятельства. То, что в Донецке начались военные действия. У нас на тот момент была Диана малышка, всего лишь ей было, она в мае как раз родилась в 2014 году, и все это параллельно начиналось. И Дане было 8 лет. Лично я вообще находилась в состоянии какой-то безызвестности, безысходности, потому что, кто меня понимает, мамочки, вот кто только родил, да, и тебе нужно делать какой-то такой серьезный шаг в жизни. Хотя, когда мы уезжали из Донецка, мы думали, что это всего лишь на некоторое время, но не навсегда. Что мы едем не в эмиграцию, а просто всего лишь отсидеться какое-то время. От этих. Но, от страха. Как оказалось, не видели Донецк мы уже 11 лет. И из Донецка мы поехали на крайнюю точку противоположной стороны Украины. И это был город Ужгород. Это был маленький, но уютный город Украины. Там мы впервые начали, так сказать, продолжили строить свою новую жизнь. Но что-то там пошло не так. Точнее, себя я там вроде бы смог чуть-чуть найти там по своей работе, это ремонты телефонов я занимался, но у Снежаны не то, чтобы там она себя не искала. У нас, мы повторимся, Дианочке было сколько, зайка? Полгодика? 3 месяца, да. Да, в общем, Снежана занималась Дианой и параллельно Данилом, потому что он и шел тоже в одну школу, потом вторую школу в Ужгороде. Что-то у нас там не сильно слаживалось, так, как бы нам хотелось, знаете. Вообще, я так скажу, все ужгородцы говорили об Ужгороде, они с такой гордостью говорили: мы – это практически Европа. То есть наш город это образец Европы. Маленькая Венгрия. Вот. Да? Да, говорили. Они очень довольно-таки свободно владели там и английским ужгородцы, и венгерским, и словацким, да, там, Кстати, в общем, там украинский язык, он совсем другой. Он не такой, как в Киеве или в том же Львове. Он с таким диалектом. Да, мадярский там, да? Вроде бы все должно было бы быть гладко и хорошо складываться, да, но все равно вот что-то нам было не так в этом городе. Наверное, не устраивала нас масштабность, наверное, не хватало нам вот этого движения, потому что все равно Ужгород все-таки похож чем-то на европейские города. Не хватало большого городской суеты такой, знаете. Да, так как мы привыкли жить в большом городе, и даже в выходные дни большой город – это всегда движение. И следующим городом после Ужгорода у нас была Одесса. Потому что все равно я была все-таки инициатором, я давила каждый день на мужа, что мне не хватает масштабности, мне не хватает мегаполиса, мне не хватает общения. А еще нам не хватало – это море, даже в Донецке. Да, и живя еще в Донецке, любой... У нас была мечта переехать, когда подрастут немножко дети, чтобы не так для них было тяжело, переехать в город с морем. На тот момент это был город Севастополь. Мне очень сильно нравился этот город. Так как он оккупирован, приходилось после Ужгорода, у нас был один выбор, наверное, это Одесса. Поэтому мы ее выбрали и поехали строить свою жизнь, продолжать, пробовать в этом городе. В Одессе этот город был уже, знаете, как сказать, он был ближе к нам, он был масштабный, большой. Там, Одесса нас встретила вау-вау-вау своей колоритностью. Да.
своим движением. Боже, я сразу же почувствовала себя там, как будто бы я в своей тарелке. Ну вот да, верите, было правда? такое. И менталитет людей в Одессе близок к менталитету донецких. Да, мы там себя просто почувствовали ближе к дому, знаете, скажу вам так, кратко и ясно. В общем, в Одессе, да, было очень хорошо тем, что море, солнце, пляж, да, классный менталитет людей близок к нашим, донецким, но все равно нам было финансово тяжело находиться в Одессе, потому что когда ты не имеешь собственного жилья, а оно у тебя в аренду, с украинскими зарплатами, это очень тяжело вытягивать. И еще с 2 детьми на руках. Он работал один, так как я была в декрете, потому что у нас не было в Одессе рядом ни бабушек, ни дедушек, никого. Все бабушки с дедушками жили по своим домам в Донецкой области и работали. Они еще не являлись пенсионерами на тот момент. Жизнь за эти 11 лет всех наших друзей, родственников, ну, кто-то умер уже, да, из родственников, а всех друзей разбросала по таким точкам разным вообще мира даже. И континентов, что я просто в шоке. Почему Бельгию, да, вы спросите? Ну, потому что, наверное, самое первое, это стабильности хотелось, стабильности для семьи и какого-то хорошего, стабильного будущего для наших деток. И самое главное, чтобы не было страха ложиться спать и просыпаться. Добавь, и вообще. что у тебя здесь был знакомый, который предлагал сразу же выйти на работу. Да. Чтобы сейчас нам не писали, еще... что приехали сюда за пособиями. Да. Нет, вообще не за пособиями. Сразу же приехав, муж вышел на работу. Я буквально на 3-й день. Ну, а я уже подтянулась через 1,5 месяца, также вышла на работу. Ну, потому что я вам скажу, что как бы не было стабильно, но в Бельгии, снимая апартаменты на одну зарплату, там, в 2000, тяжело заплатить половину зарплаты за жилье и на 1000 заправить машину, как-то жить. И так как мы приехали с пару чемоданами, там еще надо одеваться, детей одевать. 3-й раз жизнь с нуля. Да, это нереально, и поэтому на самую большую жертву, такую, на которую я вообще, сожалею, что моя жена пошла, это выйти здесь не по профессии на работу. И мы вообще сюда переехали без идеализации. Да, мы знали, что будет трудно. Это язык, это учеба, это работа, это жилье, это медицина, это страховка. Но у нас уже был 8-летний опыт переезда. Переезд это одно, я имею в виду все, язык, это все. Я хочу добавить, что в 2014 году, когда мы переехали в Ужгород, а потом там спустя полгода переехали в Одессу, к сожалению, наша страна никак не помогала временным переселенцам, внутри перемещенным лицам. Но со временем мы потихоньку начали тут совсем разбираться. Могу такое вам дополнить или сказать, наверное, такие, что бы я сделал бы по-другому, если бы сейчас знал, что я сюда приеду. Наверное, самое первое, это я бы не побежал бы, сломя голову на работу, а я бы, наверное, учил язык. Я бы ходил бы и учил язык. Только не так, как мы его учили 2 года в течение 2 лет. После работы. После работы. Представляете, когда ты работать начинаешь с 6 утра, а потом вечером на 6 вечера ты идешь на язык и сидишь на нем до половины 10 вечера. Ой, это настолько сложно. И тяжело впитывалось. И смысл от этих знаний. Если у тебя сталые мозги, в них никакой информации не вкладывается. Да, поэтому самым первым, чтобы мы поменяли, это мы бы пошли бы на изучение языка, и вам советуем, так как ходят все наши украинцы. С утра на свежую голову, никуда не спеша, учат себе язык 3 года, и все нормально. А мы, к сожалению, на работах до сих пор миксуем. Английский вместе с нидерландским, и жесты никто не отменял. Так как мы шли и продолжаем идти, это все часть нашей жизни, часть нашего пути. И мы хотим этим всем делиться. И делиться не просто так, а стараться еще и посоветовать вам, кто сюда только приезжает или выбирает Бельгию, то обратите внимание на этот нюанс, что ходите на язык, учите, и по возможности у вас просто откроется больше перспектив
со знанием языка. Со знанием языка, да. Да. Потому что без знания языка никакой обычная нормальной работы Стройка, ты не уборка найдешь. и максимум водитель. Ну, все. Как бы на больше не рассчитывайте. Ну, что еще хочется добавить про Бельгию? Наверное, нравится ли нам тут, не нравится? Расскажи, Снежан. Мне нравится Бельгия тем, что мои дети здесь учатся, то, что они могут здесь получить европейское образование. И мне нравится то, что мы ходим на работу, и мы Не можем... просто так. Не просто так, да, не за копейки. А честно работаешь, честно зарабатываешь. Знаете, хочу добавить такой, как анекдот, даже такой быстро. В Украине, знаете, идешь на работу, приходишь на работу, начинаешь работать, и на работе думаешь, а где денег заработать? Да. Тут так это не работает. Ты пришел на работу, думаешь, быстрее бы день закончился, потому что деньги по-любому ты тут заработаешь. Да, так как мы сейчас все украинцы находимся, а особенно вот мы, украинцы с восточного региона, да, Украины, мы находимся вообще в непонятном положении. Я не знаю, что с нами будет завтра, что будет с нами после 26 года. Поэтому мы живем, вот пока есть работа, мы работаем. И мне нравится в Бельгии тем, что здесь, допустим, ты можешь с зарплаты оплатить и аренду, и покушать на эти деньги, и одеться, ну там, может быть, куда-то съездить и позволить себе какой-то Но это если ресторан. вдвоем работать. Да. Потому что детей же Когда надо вдвоем содержать. работаешь, Да. еще лучше, да, можешь какие-то себе более крупные покупки позволить. Вот это мне нравится, то, что всегда все равно, если ты ходишь на работу, у тебя есть деньги, и вот эта вот стабильность, она стоит дорогого, Да, поверьте. на шоколадку отложишь. Да, а в Украине как было? Сходил на работу и, наверное, 80% своего заработка просто отдал за аренду А квартиры. что, бывали времена, и вроде отработал месяц, а занимаешь все равно деньги, чтобы заплатить ту же за аренду, аренду. добавить, да. Поэтому это ненормально. Друзья, ну я говорю за 80%, это в том случае, если ты являешься квартиросъемщиком. Это та жизнь, которая у нас началась с 2014 года. А до этого мы-то жили в своем жилье, мы не платили никакой Да. аренды. У мужа был свой бизнес на радиорынке, он имел свой магазин Apple Мы техники. Ну да, ну мы вот. Я работала в аптеке 8 лет, потом уже подалась в медпредставительство, работала в европейской компании, продавали мы кардиологические препараты, препараты от давления, там, кто знает, Вазара, Замекс и так далее. Да, навряд ли, я думаю, зрители знают. Не, Это ну если почему? кто-то, Эти препараты есть и до сих пор. Кто страдает повышенным артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина, тахикардией, то я думаю, есть многие, кто употребляют эти препараты, принимают, потому что их принимать нужно на постоянной основе. О, кстати, хочу добавить, всех, кто в Бельгии нас смотрит, тут же с медикаментами тяжело, да, только направление врача брать. Вот, пожалуйста, есть вам советчик, можете писать в комментариях, она вам подскажет, что от чего нужно пить. Ну, это утрировано, в общем. Не, ну сколько ты помогала и родителям, и знакомым, Да. и друзьям обращаются. Welcome. Всегда Да. помогу, чем смогу. Добрым Да, советом, так что добрым не словом. прибедняйся. Хорошо. А в Донецке у нас было все. У нас была куча знакомых, родственники, ну, родители. Были на своем месте. Были на своем месте, в своем доме. Нам не нужно было отдавать ежемесячные колоссальные деньги за аренду жилья. То есть, ну, мы процветали, мы росли, Ну, мы да, свои воспитывали тарелочки детей, были, размножались. Да. Ну, то есть, все было да. На бы... своем месте. Правильно? Да, все было бы еще лучше, чем оно было. Конечно. Но пока не случился 2014 год. Ну, представьте, друзья, а когда ты, получается, теряешь свой дом, тебе нужно заново строить свою жизнь, Да, в чужом обустраиваться в чужом городе. Я не говорю за страну. Это был чужой город, но ты был настолько чужд там для всех. Ты просто карабкался и пытался заново встать на ноги, понимаете? Да. Это очень тяжело. И при этом всем, не имея своего дома, тебе нужно было ходить на работу. В данном случае мужу нужно одному было ходить на работу, так как я уже упоминала, я занималась детьми. Это декретный отпуск был. Да. И ему нужно было ходить на работу, но 80% заработанных денег нам приходилось отдавать за эту аренду, за эти коммунальные. Ну, то есть мы не могли себе уже позволить то,
что мы могли себе позволить, привыкли, будучи дома, еще в да, в Донецке. Донецке. Друзья, сейчас в Бельгии проходит пас-вакансия, то есть многие предприятия, школы закрыты на 2 недели на весенние каникулы, пасхальные каникулы. Ну и я вижу, что многие украинцы собрались ехать домой, проведывать своих родителей, своих родственников, просто увидеть свой дом. И я была свидетелем разговора вот недавно, что вот я еду на пасхальные каникулы додому. Боже мой, вы не представляете, как у меня внутри все переворачивалось, как же мне хочется испытать это счастье. Съездить домой. Съездить домой. Которого нет. Мы не испытывали этого уже 11 лет, понимаете, мы просто не были дома. Ну, в общем, я желаю всем зрителям, всем нам, украинцам, и не только украинцам, я желаю иметь каждому свой дом, мирное небо над головой. В который можно съездить или просто вернуться. Да, крепкого здоровья, всего самого хорошего, доброго, светлого. Пусть Бог всегда помогает вам во всем, и удача сопутствует вечно. Если нас сейчас начнут хейтерить украинцы, которые нам будут тут писать, да, ой, да, кто хотел, тот и зарабатывал в Украине, да, и так далее, ребят. Ну, у каждого свой путь. Каждый человек индивидуален, каждая семья индивидуальна, у каждого своя история, да. Допустим, тот, кто ни разу не переезжал и не терял свой дом, да, тому легче говорить, не одев мои тапки, да, и не пройдя мой путь. Ну, да. Поэтому, прежде чем что-то писать, хорошенько подумайте. А я вот, кстати, хотел еще зрителям поделиться такой информацией. Мне нравится, знаете, что еще в Бельгии, когда тут накануне праздников, да, каких-то мероприятий, то дают выходные, оплачиваемые на работе. Но еще, вот у нас совсем недавно, я вам сейчас покажу видео, вот смотрите, видите эти велосипедные гонки? Вот смотрите, эти велосипедные гонки проходили у нас в Харельбеке, и в этот день, когда они проходили, всем жителям, кто проживает в Харельбеке, сделали общий выходной. Представляете, как круто? В общем, друзья, это очень круто, когда тебе в четверг говорят, завтра можешь не выходить, так как у нас велосипедные гонки проходят, и ты официально остаешься дома и за это получаешь зарплату. И ты просто, вот видите, как я сейчас с балкона вышел, показал вам просто велосипедные гоночки, и остался дома, и все прекрасно. Друзья, я обращаюсь особенно к тем регионам Украины, к тем жителям регионов Восточной Украины, Южной Украины, да, там, где постоянные военные действия, где они не прекращаются. Пока открыта сюда дорога, то есть едьте, пожалуйста, в западные страны Европы. Да, тут очень хорошо социально защищены. На первое время у вас будет фундамент для того, чтобы вы просто твердо встали на ноги. Здесь вам будет дана помощь предоставлена, то есть вы окрепнете, и тогда сможете, ну, жить дальше. Я сейчас сижу такой, Снежана вам рассказывает, да, там о нашей жизни, а я смотрю на небо, и самолет летит. Казалось бы, ну что такого, ну самолет летит. А, знаете, так вспомнить, в 2014 году, когда мы уезжали, да, с Донецка, и там переезжали в Ужгород, в Одессу, для нас было, знаете, еще в то время, что если летает самолет обычный, пассажирский в небе, то это символ, наверное, что войны нет, да? Да. И вот у меня до сих пор осталось чувство, небо. да, что когда вот я вижу постоянно летающие самолеты пассажирские, как-то легко на душе, знаете, что небо не закрыто. Ну, так чисто своими поделился с вами ощущениями, когда я вижу самолет. Я хочу обратиться к мамочкам. Мамочки, спасайте ваших детей, уезжайте, не думайте. Здесь для мамочек с детьми очень хорошие условия проживания. Здесь вам помогут в любом вопросе. Да, потому что ни один клочок земли не стоит ни вашей жизни, ни жизни ваших детей, мужей. Да вообще ни один кусок земли честно, на планете не стоит человеческой жизни. Да, если поставить правде в глаза, то много кто тоже начинает писать, а как вы там, как вы могли уехать, переехать. Я уверена, что сейчас хейтеры нам напишут, ой, предатели, не патриоты и так далее. О каком патриотизме может идти речь, о каком, если мы 11 лет боремся за наши жизни и выживаем. Боролись в Украине за
жизни нашей и жизнь наших детей. Ну Мы да. спасали себя, мы спасали детей в первую очередь. Еще в 2014 году, когда мы покинули свои дома, территории, да, которые у нас разбиты, мы там тоже, правда, не могли найти. Ну, и нам никто не говорил, как вы могли вот покинуть свой родной Донецк, да, к примеру. То есть всем было наплевать, все даже не понимали, что там идет война. Опять же, в том же Ужгороде и в Да. той же Одессе люди были в недоумении, они не понимали этого масштаба, этой вообще ситуации, которую мы испытали. Вот эти бомбежки, да, то, что тебе бессонные ночи, да, то, что было страшно, в это никто не верил. Думали, да что там на том Донбассе, господи, что там за конфликт тут Между был? собой разборки, Между собой. А когда уже в 22-м пришла полномасштабная война, тогда мне уже многие сказали, ой, Снежан, теперь я тебя понимаю. Поэтому мы не строим таких дальновидных планов, что с нами будет дальше, будем ли мы здесь оставаться или нет. На все воля Божья. Как даст... Жизнь покажет, в общем. Так как я уже упоминала, что мы с Восточной Украины, там, где идут активные боевые действия, вся эта Восточная Украина и весь наш регион, просто на нем нет живого места, он весь испепелен, большинство людей потеряли свои дома. Вот. И мы такие же. Конечно, тех, кто с Западной Украины, им легче, закончилась временная защита, они развернулись, собрали сумки, уехали домой, в свои дома, в свои квартиры, у них все целое. Вот. А с нами, я не знаю, как будут обстоять дела, возможно, дай бог, чтобы Европа, ну или наше правительство как-то об этом позаботилось все-таки, что делать с жителями именно самых горячих точек войны. Например, да, вот не только же наш Донецк оккупирован, также там Луганск, кусок Запорожья, часть, Мариуполь, да. Вот как нам Харьков, быть после, Херсон. да, как нам быть после 26 года, вот я себе даже не представляю, если бы у нас даже целая была бы квартира, да, там в том Донецке. Вот куда вернуться, если они что-то решают, да, что-то не решают, непонятно, как эти области поделятся. Ну, в общем, друзья, не хочу в эти политические дебри заходить, так как у нас канал абсолютно не политический, он у нас Но сегодня мы немного затронули тему семейный, политики. развлекательный, и мы стараемся больше путешествий в него вложить. Поэтому, ладно, не буду углубляться так сильно. Оставим это для других блогеров, для других каналов, кто этим профессионально занимается. В общем, вывод у нас такой, что как бы мы сейчас живем просто одним днем, ни о чем сильно не строим больших планов наперед, а просто себе живем счастливо и радуемся тем, что у нас есть на данный момент. И сейчас мы с вами общались исключительно сердцем. Да. И нашими чувствами, нашими эмоциями, нашими И ощущениями. главным для нас является это ваш сейчас фидбэк, лайк, дизлайк, может быть, не знаю. Подписочка, пожалуйста, чтобы мы продолжали дальше снимать. Просто каждый человек, который к нам подписывается, я там каждый день сижу, просматриваю жене, говорю, вот там 5 человек пришло, 10 человек пришло. И знаете, больше на душе такого: о, все, значит, мы нужны кому-то, мы интересны. Появляется больше энтузиазма, да, и сразу мы стимула хватаем работать дальше. камеру, все, что у нас есть, микрофоны, и бегим что-то вам рассказывать, делиться с вами. В общем, друзья, не забывайте подписываться, так как это является для нас самым большим стимулом. Друзья, хотела добавить, что насколько тяжело нам дались эти переезды внутри Украины. Сначала в Ужгород, потом в Одессу. Почему? Потому что очень тяжело, как сейчас, наверное, для многих людей, кто ищет жилье в Бельгии, нам тогда было тяжело арендовать жилье в Украине. Вот именно донецкие у всех были как будто бы в черном списке. Нам никто не хотел сдавать жилье в 2014 году. Просто был квест какой-то найти жилье. И я хочу, все равно мир не без добрых людей, все равно нам удалось его снять, арендовать. Когда мы переехали в Одессу, мы, в общем, сутки искали квартиру. Естественно, это был сайт OLX, вот.
И в итоге мы просмотрели много вариантов, то бабушкин ковер, то еще что-нибудь. Вот. Ну, то есть абсолютно непригодные условия для проживания с младенцем, да, и с ребенком 8-летнего возраста. Вот. И все-таки мы подыскали один вариант. Ну, а квартира стоила 10 тысяч гривен на тот момент. Это было очень дорого. Ну, нам так и сказали: ну а что, у вас 2 детей, вы из Донецка. У нас просто уже, знаете, не было времени на то, чтобы искать. У нас не было других вариантов. Нами воспользовались, люди воспользовались, арендодатели, этой ситуацией. А мы, так как мы не имели другого выхода, мы согласились на эти условия. И мы платили такую сумму до 22 года. Мы проживали в этой одной квартире вот все это время, находясь в Одессе. Нам будет очень интересно узнать, если вы с нами поделитесь в комментариях краткой историей вашей иммиграции. Ну все, прощаемся, да? Друзья, до новых встреч, не переключайтесь. Да ну, не так. Не переключайтесь, сейчас продолжение будет. И скоро увидимся. Не прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на 1 недельку. Всем пока-пока.